Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. Но сегодня речь пойдет не о рукоделии и не о вышивке крестом, а речь пойдет о книге, как вы уже, наверное, догадались из названия этого видео. Я хочу сделать обзор на книгу, которую я вот только что закончила читать. Мне она очень понравилась, меня просто разрывает, и я не могу не поделиться с вами, потому что мне эта книга очень-очень понравилась. И, наверное, мне надо поменять название канала и описание канала, потому что на этом канале не только вышивка, не только рукоделие. На этом канале я рассказываю обо всем, о чем живу, и, наверное... Потому что мне все интересно, я не могу только сосредоточиться на вышивке, через некоторое время мне это надоедает, меня интересуют другие вещи, меня интересуют книги, меня интересует другое рукоделие, спорт, и обо всем об этом я рассказываю на моем канале, и чтобы не вводить вас в заблуждение, что это только канал о вышивке крестом и рукоделии, то нет, это скорее... канал о моей жизни и, может быть, действительно поменять название Swiss Life, не Swistich, Swiss Life. Swiss Life, у нас есть такая страховая компания, наверное, не получится мне поменять так на это Life Swiss. Ну, одним словом, надо над этим подумать. И вот вернемся к книге. Это книга Жаэль Дикера. Это его последний романс. Он был опубликован в марте 2024 года. Я не знаю, есть ли оно в украинском или в российском переводе. Я его читала на итальянском. «Un animale selvaggio» это на итальянском звучит, на русском, наверное, будет «Дикий зверь». Итак, в первую очередь хотела бы сказать пару слов о самом авторе. Кто, может быть, не видел предыдущее, я в каком-то своем блоге, в каком-то видео рассказывала уже об этом авторе, ну, может быть, кто-то не видел. Хочу сказать, это автор довольно-таки молодой, он родился 16 июня 1985 года в Женеве, это франкоговорящая зона Швейцарии, и его мама была библиотекарем, есть библиотекарем, я так думаю, как молодой еще, и отец преподаватель французского языка, и он учился в Женеве, потом в 19 лет поехал в Париж учить драматическое искусство, но через год вернулся, поступил в университет Женевы и закончил, и учил закон. И в 2010-м он закончил этот университет. И свой первый роман, который назывался «Последние дни наших отцов», он написал в 2009 году, но смог издать его только в 2011 году, потому как не мог найти издателя, кто бы взялся издавать его. Честно говоря, у меня есть эта книга. Вот эта книга, немножко она уже помученная жизнью. Я начала ее, честно говоря, читать, но не осилила, не зашла она мне. Ну, как-то не очень. Ну и, видимо, не только мне не зашла эта книга, потому что настоящий успех к нему пришел после публикации книги «Правда о деле», как он назывался, Харри Квиберта. И он был написан в 2012 году, был опубликован в 2012 году, и это первая книга из серии о Маркусе Голдмане, и вторая книга, это была книга о Балтиморах. И я читала книгу «Правда по делу» о Харри Квиберте. Мне она понравилась очень. Можно даже сказать, эта книга меня вернула к чтению, потому что долгий период времени я не читала, потому что мне не попадалась такая книга, знаете, которую ты взял, и ты не можешь от нее оторваться,
каждую свободную минуту ты берешь что-то там, пару страниц хотя бы прочитать, потому что тебя захватывает этот сюжет, и ты не можешь оторваться, ты хочешь узнать, как же это все дело закончилось. Вот это была книга «Правда по делу о Харри Квиберте». И «Правда по делу Харри Квиберте», она принесла ему реальный успех, она была переведена на 33 языка, по ней был снят сериал в 10 серий, Патрик Демби, по-моему, его зовут, этот актер сыграл там главную роль. И после этого в 2015 году вышла книга о Балтиморах, это был спин-офф этого «La Verità di Harry Quibert», «Правда, где Харри Квиберт». Я ее не читала, она меня еще ждет. Я читала много отзывов об этой книге, они очень хорошие были книги, но сегодня речь пойдет не об этих книгах, которые меня ждут еще и которые я непременно буду читать, потому что мне нравится этот автор, мне нравится, как он пишет, мне нравится его стиль, читается легко. Быстро ты проглатываешь эту книгу, ну и тем не менее она у тебя остается в памяти, и тебе хочется почитать еще что-то из его произведений. А сегодня речь пойдет о его последнем романе, который был опубликован в 2024 году в марте. Он называется «Дикий зверь», наверное, будет в переводе звучать. Я не знаю, переведен ли он на украинский, на русский. Ну, если нет, то в скором времени да. Потому что я видела предыдущие его книги, есть в библиотеке онлайн, во всяком случае, можно их найти и купить. Эта книга, я читала также много рецензий на эту книгу, и, к моему большому удивлению, было очень много негативных отзывов. Ну что ж, посмотрим, почему столько негативных отзывов было. Для начала я вам прочитаю пролог, который в начале книги, как обычно, есть всегда. И потом поделюсь с вами моим мнением. 2 июля 2022 года двое грабителей грабят ювелирный магазин в Женеве. Но это будет не такой удар, как все остальные. 20 днями ранее в элегантном пригороде на берегу озера Софи Браун собирается отпраздновать свой 40-й день рождения. Жизнь улыбается ей. Она живет со своим мужем Арпадом и 2 детьми на великолепной вилле на опушке леса. Они оба богатые, красивые, счастливы. Но их идиллический мир внезапно рушится. Секретов, которые они хранят, становится слишком много, чтобы оставаться скрытыми навсегда. Их сосед, женатый полицейский, с безупречной репутацией, помешан на этой идеальной паре и этой восхитительной женщине. Он наблюдает за ней, восхищается ею, шпионит за ней в каждый момент близости. На день рождения Софи появляется загадочный мужчина с подарком, который перевернет всю ее идеальную жизнь. Все эти переплетения, захватывающие нити жизни каждого персонажа, ведут далеко во времени, вдаль от Женевы, от элегантной виллы Браун, в прошлое, преследующее настоящее, и с которым придется столкнуться Софи и Арпаду, чтобы разгадать дьявольскую интригу, из которой никто не выйдет невредимым, даже читатель. Я должна сказать, что я прочла эту книгу очень быстро. Читается легко, быстро, мне понравилось очень. Может быть, это не лучший триллер, который вообще когда-то был опубликован, но персонажи здесь прописаны очень хорошо. Каждый персонаж имеет свой характер. Потом перемена сюжета, резкий разворот событий.
Все это есть, все это присутствует и все это интересно. Может быть, когда читаю предыдущие книги, как вот, допустим, я читала только, вот, как я уже говорила, дело, правда, о деле Квибер. И там более-менее детектив, триллер, там более присущи все эти убийства. Здесь этого нету. И вот кто более любит легкий, может, автор пытается уйти от вот этого штампа триллера, от вот этого штампа детектива и хочет более развернуть историю, потому что здесь очень хорошо прописана любовная линия, здесь очень хорошо прописаны характеры этих персонажей, как я уже сказала. И я должна сказать, что мне очень-очень понравилось. Я, допустим, прочитав «Загадка номера 622», они чем-то похожи. Этот автор всегда использует в своих романах временные промежутки. Вот, допустим, там до определенного события, вот в этой книге до ограбления этого ювелирного магазина, там до ограбления магазина за 15 лет до ограбления магазина. И он рассказывает, что там произошло за 15 лет. И это важное было событие, которое впоследствии привело к этому ограблению. Потом за 2 минуты, и вот он перескакивает, и потом описание идет от лица, не от лица, а видение события от одного персонажа, а потом видение события от другого персонажа. Это тоже интересно. Если вот временные как-то мне не очень нравятся, я этого не очень люблю, но тем не менее в этой книге они уместные, они подходят, они очень хорошо сюда вписываются. А вот взгляд, когда ты видишь глазами одного персонажа, а в реальности, получается, это совершенно другое выходит. И это неожиданно, и это так ты... Да? Как это вообще? Ну, в общем, мне книга понравилась, рекомендую. Если вы еще не читали и собираетесь ее читать, самое время выключить видео, потому что дальше пойдет спойлер, потому что дальше я буду выбрасывать на вас свои эмоции по поводу этой книги. Ну, я вам сейчас кусочек расскажу для, как говорится, затравки, чтобы заинтересовать вас. Жил-был парень, был он большой молодец, учился он в университете на банкира, и родители у него достаточно состоятельные, но летом, как принято, подрабатывают все молодые люди. И он там подвязался перегонять Порше из Англии в Сан-Тропе во Францию. И в то время, когда он его перегонял, задержался, он загулял там с подружкой, хвастался перед ней этим Поршем. И приехал позже, и этот миллиардер, который владелец, на него заявление подал, как будто он угнал эту машину. Посадили его в тюрьму. И пока родители освобождали свою кровинушку, договаривались с миллионером, чтобы он забрал заявление, он там закорешился со своим сокамерником, настоящим гангстером-грабителем. Ну, а когда вышел из тюрьмы, стыдно было домой возвращаться, родителям в глаза смотреть. Остался он там в Сан-Тропе и устроился работать барменом. А у владельца этого бара была дочка Софи. И он влюбился, она влюбилась, и все было бы хорошо до тех пор, пока грабитель настоящий не вышел из тюрьмы и предложил ему, а не ограбить ли нам банк. Тот сказал: да какой из меня грабитель, нет, на это я не соглашаюсь, не хочу я это все делать. А этот грабитель ему там все карты раскрыл, где, когда, чего он собирается ограбить. Ну и когда пришел момент грабить, он пришел за день к этому Арпаду и сказал: так, давай собирай свои вещички и мотай отсюда, чтобы я тебя больше не видел здесь. А то говорит: да я на тебя заявлять не буду, ты ж мой типа друг, куда я там, нет, ни за что. Да не боюсь я, что ты на меня заявишь, я боюсь, если тебя возьмут, то ты расколешься.
Ну, короче говоря, угрожал он ему там ружьем, тот перепугался, собрал манатки и свалил, куда глаза глядят. А глаза у него глядели в Швейцарию, в Женеву, и поехал он туда. Устроился там работать по специальности, как говорится, в банке. И грустил о том, что он не попрощался со своей Софией, и не мог он ей дозвониться, телефон не отвечал ее, и никак он вернуться в Сан-Тропе боялся. В общем, одним словом, разошлись пути дорожки. А тем временем София закончила учиться на адвоката, поработала немного там в какой-то компании, и тут ей предложили работу в Швейцарии, в Женеве, как раз какое совпадение. И она, естественно, радостно согласилась и поехала туда, и там они вдруг встретились, Арпад и София, и их любовь снова воспламенилась, и они поженились, и, казалось бы, жили они долго и счастливо, пока смерть не разлучила их, но это только начало всей истории. Несмотря, я знаю, что я сказала об этой книге, что она мне очень понравилась, что я с удовольствием прочитала, я ее очень быстро прочитала. Эта книга новая, мне пришлось стоять в очереди за ней. Я, как уже я говорила, беру книги в библиотеке. И вот, допустим, это новая книга, которую все хотят прочитать, там была очередь, и я ожидала 2 месяца, чтобы получить эту книгу, и завтра я ее должна сдать. Обычно, если вы берете книгу, вы ее можете, продолжить, если вы, допустим, не успели прочитать, но тебе месяц сдаются, ты уже хочешь, не хочешь, прочитаешь. А если ты не успел прочитать, ты можешь ее срок держания продолжить. Но в этом случае нет, потому что там за мной еще 100 человек ждет в очереди эту книгу. Поэтому я спешу рассказать вам о ней, пока она у меня здесь, пока она у меня свежа, и мои эмоции свежи, поэтому я делюсь с вами. Понравилось, все было классно, все описание классное, но некоторые вопросики есть. Ну вот мне кажется не очень реалистичным отношение мужчин к этой Софии. Повторяю, будут спойлеры, так что смотрите сами. Главная героиня София, она сама француженка, у нее отец владелец ресторанов, там сетью ресторанов во Франции. Родилась она и выросла в Сан-Тропе, в достаточно богатой семье, балованная такая девочка, все у нее в порядке, все у нее зашибись, и все классно. И все мужчины в нее поголовно влюбляются. Понятно, ее муж в нее дико влюблен, он там в ней души не чает, и потом они знакомятся со своими соседями, ну не с соседями, а там в школу дети вместе ходят, и там пара другая, в этой паре муж полицейский, и он такой... Молодец, вообще зашибись. Но ради нее он нарушает все законы мыслимые и немыслимые. Он там, спойлер, устанавливает камеру в их спальне и наблюдает за ними. Ну, это вообще чокнуться можно. Потом вор, который вообще замутил все это дело, он тоже влюблен в нее по уши, и, ну, понимаете, такая роковая женщина, которая разбивает сердца всем, и хорошим, и плохим, и порядочным, и непорядочным. И потом муж остается каким-то лопухом, в конце концов. Вот как-то мне мужа выставили просто каким-то идиотом, какой-то тряпкой, ну, с одной стороны, я понимаю, конечно, что он ради семьи, там, сохранить детей и все, но там было не ради семьи, он ее прощает, ее измены, прощает ее все эти секреты, которые там она от него скрывала, ну, там, если узнать это, я не знаю. Ну, все, он это ей прощает, ей все это сходит с рук. Короче говоря, с золотой ложкой во рту, как говорят, родилась эта женщина. Я не знаю, может, это мнение женщины, может, я завидую, может, я ревную, я не знаю. Ну, я
когда мне не кажется это правдоподобным, это что-то из серии «Анжелика и король», когда она такая зашибись, и все перед ней штабелями укладывались, падали. Вот этот моментик как-то, ну... Ну, а с другой стороны, если ты подумаешь, да, если писать о обыкновенной жизни обыкновенного человека, кто будет это читать, кому это вообще будет интересно, да, рутина. Я сегодня встал, почистил зубы, пошел на работу, на завод, к станку, проработал целый день, вернулся домой. Понятно, никто не будет читать, и, естественно, вот такие завороты, перевороты можно как бы... Они привлекают читателя и держат на напряжении. Потом мне поведение этого вора, этого грабителя, он такой продуманный, я там даже вначале думала, ну надо же быть таким продуманным, он просчитал там на 10-20 шагов все вперед, он сконструировал все это ограбление, ну, в общем, молодец, только можно восхититься его умом и продуманностью. Потом в конце он совершает такой глупый поступок, что ты читаешь такой, думаешь, что, блин, ну как человек такой, продуманный человек мог так лохануться? Ну, не знаю, либо и на старуху бывает проруха. Я говорю такими загадками, если я скажу вам, ну, напрямую, ну, я уже предупредила, что спойлер, могу сказать напрямую, потом в конце его убивают, потому что он тупо начинает стрелять в полицейского, вот этот полицейский, который следил за этой Софи, постоянно был одурманен ею. Он просто преследовал, когда уже никто не преследовал, и он вывел на этого вора, вышел на этого вора, но он был один. И если бы этот вор, ну, так бы логично подумать, если бы он вел себя так же точно, как он вел себя до этого, продуманно, просчитывая все шаги и все, он бы не начал стрелять в этого полицейского, потому что полицейский-то его не видел, он был там, ну, он прятался в доме, и никто не знал, где он не мог на него выйти, ну, никаким образом. И потом начинать стрелять, это было так тупо. Ну, вот этот момент меня тоже как-то обескуражил. Я, ну, не поняла, почему. Просто, чтобы, типа, наказать плохой должен получить в любом случае наказание, а не избежать закона. Не знаю. Вот, такая история. И мне эта история очень понравилась. И если хотите почитать эту книгу «Дикий зверь» от Жоэль Дикера, я надеюсь, она вам понравится так же, как и мне. А я с вами прощаюсь до следующей интересной книги, которая меня захватит таким образом, и мне захочется вам поделиться впечатлениями о ней. Всем пока-пока.